Ребят, привет! Мы заканчиваем наше английское турне. В одном из прошлых видео мы говорили об особенностях местных угонов. Теперь поговорим о самой распространенной и достаточно дорогой противоугонной системе, которую здесь устанавливают. Проверим ее на прочность и, конечно, расскажем, как собираемся помочь нескольким местным жителям обезопасить их автомобили. Погнали! А вот, кстати, та самая BMW, ради которой мы здесь. Обзор уже есть на канале, если вы не видели, обязательно посмотрите. А вот, собственно, и хозяин этой BMW со своими друзьями, он нас и пригласил на Туманный Альбион. Расскажи, почему ты решил защитить эту машину? Их достаточно мало у нас в Англии, потому что их достаточно сильно ворует. В принципе, страховка, выплата получится очень дорогая, но мой полиси поднимется вверх. Если мне ее угонят, то поднимется страховка. Выплачивают всегда, когда машину угоняют, или там тянут? Нет, бывает так, что тянут, и бывает так, что докапывается, ли это настоящий угон или не подстава. А что вообще, как обстановка в Англии с угонами? Каждый второй пострадал от этого, и противоядия как бы нету настоящего такого. А как чаще всего здесь угоняют машины? И чаще всего, в принципе, вот система Keyless угоняет с удочкой, ретранслятором. Бы слышал слухи такие, что вломается дом, как люди спят, и забирает, в принципе, ключи. Тут есть, реальная удочка, то есть поштовый ящик в дверях, то есть в дверях отверстия. А люди чаще всего держат все ключи, все свои кошельки возле дверей на какой-то тумбочке. И просто там, они так называют удочка, а там просто проволока может быть с крюком. Это очень тихо и очень быстро работает этот план. И очень популярно. Это самые основные. Ну так, знаешь, технических угонов здесь нет, так, чтобы они разбирали машину, да? И нет, настолько глубоко никто не копается. Понятно. А почему ты выбрал именно защиту с Россией? Здесь никто на таком уровне, скажем, не занимается противоугонными системами. Как бы вышел на связь с вами. Вот вы здесь. Вот мы здесь, да. А вот, кстати, система ГОСТ здесь самая популярная, да? Вот слышал ли ты, что с этой системой угоняли машину? Слышал несколько раз. То есть есть какой-то, наверное, способ, как ее обойти. Но ГОСТ — это в Англии самое, наверное, надежное, что они произвели. Мне, конечно, одной системы не хватает. Я хочу быть уверен, что уже шансов не будет. О том, как мы защитим BMW, мы поговорим позже, а пока пришло время посмотреть, что же из себя представляет защита, которую местные установщики рекомендуют больше всего. Это иммобилайзер ГОСТ. По сути, это тот же иммобилайзер, который у нас называется игла. Сама по себе система достаточно современная. Это цифровая блокировка, которая подключается по коншине и не дает машине уехать без метки иммобилайзера или ввода пин-кода. Казалось бы, все классно, но нет. Проблема в том, что иммобилайзер — это неполноценный противоугонный комплекс, это только его часть, которая выполняет определенную функцию. Она не дает машине ехать. Однако его в большинстве случаев очень легко обойти. Мало того, в Англии ГОСТ ставят не по ГОСТу. Качество установки страдает, и это напрямую влияет на эффективность. Давайте, кстати, на реальном примере изучим этот иммобилайзер. У нас есть Mercedes, на который местный сервис установил ГОСТ буквально на парковке Макдональдса. Именно так они здесь и работают, я не шучу, ребят. И сейчас Дима попробует найти ГОСТ. Я включу секундомер, мы посмотрим, сколько времени у него это займет. Подожди, Дим, я еще не включила, чтобы все было по-честному. Ну давай. Прошло больше минуты, минута 40. И все это время Дима раскручивал болты на пластике, потому что мы же не ломаем, а вообще угонщики это делают быстро, ломают все, как бы не церемонясь. Вот он, нештатная косичка. Без учета разбора пластика на поиск ГОСТа ушло где-то минута с хвостиком, потому что 1,5 минуты мы разбирали пластик только. Дим, давай подытожим все косяки установки ГОСТа и как это можно исправить. Косяк здесь один. Это легко доступное место и очевидное. К сервисному разъему диагностики
его коншине он примотан, поэтому мы так быстро его и нашли. В принципе, это было предположительно, что именно там он стоит, потому что ставят его здесь на заправках и на парковках там Макдональдса. Как-то можно исправить эту потоковую установку? Да, вот это вот микроэмбилайзер, его можно поставить в багажник или под капот, или в салоне куда-то, но не к сервисному разъему диагностики, не в это очевидное место. Вообще лучше поставить сюда охранный комплекс. В нашем случае мы будем ставить комплекс «Агент», он оповестит о тревогах, он не даст угнать автомобиль разбойным завладением, несанкционированным запуском двигателя при угоне, где-то на парковке, например. Вот, он будет оповещать о тревогах, контролировать состояние, местоположение и обеспечивать полный спектр охранных и сервисных свойств. Вообще у нас по плану защита нескольких машин. Дело в том, что знакомые Мантоса заинтересовались тоже защитой от угона, и за несколько дней нам нужно будет оснастить 6 автомобилей охранными комплексами. Конечно, каждой машине нужен индивидуальный подход. Давайте теперь подробно рассмотрим защиту этой BMW, узнаем, что на ней будет установлено. Дим, расскажи, что мы ставим на эту М5? На эту машину мы ставим обновленный комплекс «Автолиз», Mobile S называется, он с 2 сим-картами. Именно его, потому что он обеспечивает удобное управление на этом автомобиле. Владельцу не нужно ничего доставать из карманов. На автомобиле бесключевая система доступа, он ей продолжает пользоваться, но при этом он защищает и эту систему от открытия несанкционированного, например, ретрансляции или при краже ключей. То есть машина обязательно должна видеть метку для того, чтобы штатно открыться. Своим ходом эта машина точно не уедет, потому что здесь реализуется целая сеть блокировок двигателей. Когда угонщику не удается прописать ключ через ОБД-разъем, он может подключиться к лин-шине напрямую. И эта шина работать тоже не будет, она будет заблокирована. Здесь есть аварийный запуск двигателя, когда ключ прикладывается к определенному месту, и эти антенны мы обязательно тоже заблокируем. Также будет реализована пару блокировок в подкапотном пространстве, закрытых замками капота, там сердце автомобиля. Это наши фирменные блокировки, по определенному алгоритму все включаются, и пока ты не найдешь одну блокировку, ты даже не узнаешь о том, что на машине есть еще какие-то блокировки. А расскажи поподробнее, из чего состоит весь охранный комплекс? Охранный комплекс состоит из системы иммобилизации, это защита от несанкционированного запуска двигателя, системы авторизации владельца по коду штатной кнопки, то есть чтобы была защита от кражи всего комплекта, то есть документы, ключи, метки. Здесь же применяется система мониторинга, которая в приложении показывает треки перемещения автомобиля, там же показывает всю телематическую информацию о состоянии автомобиля, и с него же, с этого приложения, можно осуществлять управление. Обязательно механические средства защиты, такие как замки капота, они закрывают доступ к сердцу автомобиля, моторному отсеку. Здесь же ставится резервный канал оповещения о тревогах, потому что GSM он глушится, хотя используются 2 симки в этом устройстве, для того, чтобы можно было менять операторов в какой-то нестандартной ситуации. Также здесь сигнализационные функции реализованы в виде световой сигнализации, звуковой и оповещения на мобильный телефон. Здесь тревога срабатывает, и сейчас пойдет его. А возможно заглушить сигнал автомобиля, чтобы владелец не узнал о тревогах? Сигнал GSM возможно заглушить глушилками стандартно, это делают злоумышленники. Поэтому сюда мы поставили дополнительный канал оповещения владельца. Это брелок с радиоканалом LoRa, дальнобойным, в городских условиях до 20 километров, с контролем связи. Эта система будет оповещать, и ее невозможно заглушить. А что-то дополнительно, например, маяки будем мы устанавливать Да, здесь? мы здесь, конечно, поставили несколько маяков, и основными маяками будут наши фирменные трекеры Pilgrim. Они миниатюрные, вплетаются в косу и будут передавать на мобильный телефон владельца информацию о перемещении автомобиля в режиме онлайн. Вот, кстати, вот такой маленький маячок установлен даже на ошейнике моей собаки. Это очень функциональная вещь, которую можно использовать в разных целях, не только на автомобиле устанавливать. В целом нам было достаточно интересно изучить иностранный опыт и сравнить с тем, что происходит у нас. Возможно, в ближайшее время мы съездим еще
куда-то защитить машину от угона, и вы об этом точно узнаете. Помните, что вы всегда можете защитить машину в бричке, теперь и в любой точке Соединенного Королевства. Пишите нам на почту, звоните, мы всегда открыты для новых предложений. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить, пишите комментарии, ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Всем бричка, пока!